Что если все, что ты ищешь, уже внутри тебя? В этом видео ты узнаешь, как войти в транс, пробудить скрытые силы и прикоснуться к тайне подсознания. Настройся на глубокое погружение. Начинаем прямо сейчас. Энциклопедия тайных методик. Как войти в транс? Без практических навыков вхождения в измененные состояния сознания не удастся реализовать свои сверхвозможности. В обычном состоянии сознания даже великий мистик не сможет сотворить и малейшего чуда. Все без исключения паранормальные способности человека реализуются посредством трансовых состояний, в которые вы научитесь входить, пройдя эту ступень обучения. Что вы узнаете из данного пособия? Какие существуют виды транса? Что такое медицинский транс? Что такое самопроизвольный транс? Что такое наркотический транс? Что такое эйфория? Что такое экстаз? Что такое оргазм? Что такое нирвана? Что такое самадхи? Что такое сатари? Что такое гипнотический транс? Какие возможности открываются в трансовых состояниях? Каков механизм действия трансовых состояний? В каком состоянии возможна реализация сверхспособностей? Какова оперативная память вашего мозга? Что говорит наука о трансовых состояниях? Что такое электроволновая активность мозга? Что такое фильтры восприятия? Как настроить фильтры восприятия? Как освоить 4 ступени внутреннего транса? Как использовать метод трансовой визуализации? Как развить повышенное внимание? Как освоить пограничные состояния? Как практиковать бестелесное пребывание? Как активировать 2 полушария мозга? Как включить оба полушария мозга? Как научиться трансгипнотическому дыханию? Как узнать мысли и намерения другого человека? Как использовать метод подстройки к другому человеку? Как выработать взгляд, перед которым не устоит никто? Что такое трансовый взгляд и как ему научиться? Как увеличить связь с подсознанием? Как активировать шишковидную железу и гипофиз? Как развиваются интуиция, ясновидение и яснослышание? Как развить телепатические способности? Как исцеляются различные нервные и психические заболевания? Как повысить свою работоспособность и энергетику? Как развить концентрированный взгляд? Как отработать рассеянный взгляд? Как развить сквозной взгляд? Как включить сквозной и рассеянный взгляд одновременно? Как подключаются к подсознанию другого человека? Как оказывать тайное воздействие на других людей? Как внушать мысли другим на расстоянии? 7 действенных способов выиграть в лотерею. Внимание! Запрещается передавать данное знание третьим лицам. В противном случае практикующий ученик утрачивает результаты всей практики. Теория трансовых состояний. Транс – это особое, измененное состояние сознания, в котором внимание человека направлено внутрь или вовне себя. Физиологические характеристики обнаружения транса у обыкновенных людей по данным современной медицины. Фиксация взгляда. Расширение зрачков. Замедление глотательного и мигательного рефлексов. Замедление и углубление дыхания. Замедление частоты сердцебиения. Снижение реакции на внешние раздражители. Мышечная релаксация. Разглаживание складок на лице. Задержка моторных реакций. Виды транса. Медицинский транс. Медицинный транс признается целебным состоянием сознания, при котором человек получает приблизительно в 2 раза больше отдыха, чем во время обычного сна. Во время гипнотического погружения пациента в транс психотерапевт может исцелять и делать внушения, действуя на его подсознание. Например, кодирование с целью устранения зависимости от курения, алкоголя, наркотиков и переедания. Самопроизвольный транс. Человек может входить в транс естественно, под воздействием усталости, информационной перегрузки, ожидания, поездки в транспорте, прослушивания музыки,
а также созерцание произведений искусств, монотонного разговора, наблюдения, смотрения кино, ухода в себя и т.п. Именно таким образом организм защищает себя от стрессов, когда их количество и сила становятся чрезмерными. Наркотический транс. Некоторые достигают трансовых состояний, употребляя различные психоактивные вещества. К таким веществам можно отнести кофе, чай, табак, алкоголь, а также различные виды наркотиков, транквилизаторов, барбитуратов и психоделиков. Во время приема психоактивных веществ наблюдается изменение общего состояния, настроения и психомоторных реакций. Человек может впадать в депрессию или в эйфорические состояния, которые многими принимаются за просветление и озарение. Находясь под воздействием определенного вещества, человек может открывать в себе различные способности, которых не обнаруживал ранее. Он получает некоторые озарения и может более углубленно понимать природу сути вещей и реальности. Однако такой вид транса искусственный и несет в себе много опасностей. Любые психоактивные вещества приводят к психологической и физической зависимости, истощают все резервы накопленной нервной энергии в чакрах, разрушая здоровье употребляющего. Поэтому данный вид транса мы не используем. Этот метод с успехом применяли колдуны и шаманы разных народностей, параллельно практикуя техники нейтрализации ядов. Эйфория. Эйфорические состояния могут появляться вследствие ускоренного дыхания, психоза, приема психоактивных веществ и прослушивания психоделической музыки. Состояние эйфории сопровождается сильным эмоциональным подъемом на грани психоза. В результате эйфории могут быть получены различные видения и слуховые эффекты. Некоторые из видений могут действительно оказаться реальными, другие являются лишь результатом деятельности мозга, слуховыми и зрительными галлюцинациями. Экстаз. Состояние экстаза описано во многих древних религиозных источниках. Эту разновидность транса применяют суфии, индуисты, христианские монахи и последователи ислама. Во время углубленной и искренней молитвы или в экстатическом танце верующий может достигать состояния божественного блаженства. При этом испытующий человек получает чувство необыкновенной неземной сладости и восторга. Он приписывает это милости богов и манне небесной. В данном состоянии человек получает пророческие видения и может исцелять Святым Духом. Оргазм. Состояние сексуального оргазма также можно отнести к разряду трансовых состояний. Во время оргазма активизируется шишковидное железо и выбрасывается огромное количество энергии и гормонов. Оргазм достигается во время соития мужчины и женщины или искусственной стимуляции половых органов. Этот вид транса может испытывать практически каждый. Древнее тантрическое учение использует состояние оргазма как основное, разработав целый комплекс упражнений по работе с сексуальной энергией. Цель тантрических практик – достижение космического оргазма или мультиоргазма, который может продолжаться от 3 часов до 2 суток. Сексуальная оргазмическая энергия в индуизме рассматривается как мистическая богиня и сила кундалини, пробуждая которую человек раскрывает в себе различные сверхъестественные способности и таланты. Кундалини – это великая космическая творческая энергия, благодаря которой возник весь этот мир. Если во время оргазма загадать какое-либо желание и визуализировать определенную ситуацию, то это материализуется посредством огромного энергетического выброса. На этом принципе основана сексуальная магия даосов. Нирвана. Нирваной называют состояние совершенной пустоты и тишины сознания. Данного состояния достигают последователи различных школ буддизма и даосизма. Войдя в состояние нирваны, можно испытать полное прекращение деятельности ума и сознания, угасание сознания, небытие. В некоторых учениях данное состояние считается наивысшим. Самадхи. Состояние самадхи считается высшей целью йоги и подразделяется на 2 основные подкатегории. Савикальпа самадхи – самадхи с семенем. Нирвикальпа самадхи – самадхи без семени, аналог буддийской нирваны. Процесс классической йоги подразделяется на 8 основных ступеней. Яма – свод правил. Нияма –
свод ограничений и моральный кодекс. Асана – позы тела, достижение физического совершенства. Пранаяма – контроль над дыханием и стихией воздуха. Пратихара – отключение чувственного восприятия, транс. Дхарана – сосредоточение внимания на одном объекте. Дхьяна – медитация, состояние неума. Самадхи – состояние сверхсознания, слияние с объектом медитации. Самадхи – это состояние, в котором наблюдатель и наблюдаемое соединяются в один наивысший принцип. В результате такого соединения объекта и субъекта достигается высшее космическое сознание, и йогин может созерцать бесконечность и вечное бытие. Следующей ступенью в осознании является постижение небытия или нирвикальпа самадхи. Сатари – это короткая вспышка или проблеск самадхи. Его испытывают в глубокой медитации или при практике осознанного действия, карма-йога. Гипнотический транс. Гипноз – достаточно распространенное трансовое состояние, вызванное словесным внушением через отвлечение внимания пациента. Гипноз используется в медицинских, секретных и военных технологиях. Существует два основных вида гипноза. Эриксоновский гипноз, осуществляемый гипнотизером с помощью словесного внушения, и самогипноз, аутосуггестия, при котором практикующий входит в нужное состояние сам за счет техник мысленного внушения, аутотренинга. Гипноз может быть использован для различных видов целительства – кодирования, манипуляции и зомбирования. Пограничные состояния сознания. Пограничным состоянием называют момент перехода от одного состояния к другому. Например, в момент резкой перемены настроения или момент перехода вдоха в выдох или выдоха во вдох. Также сюда относится момент перехода от бодрствования ко сну или от сна к бодрствованию, засыпание, пробуждение. Древние мистики называли пограничные состояния моментом истины и приписывали им чудодейственные свойства. Примечание. Это далеко не весь перечень возможных трансовых состояний. Данное пособие не подразумевает полное научное описание всех видов транса, а касается лишь тех, которые понадобятся нам в нашей внутренней работе. Два основных вида транса. Все существующие виды трансовых состояний подразделяются на два основных подвида. Внешний транс – это когда внимание созерцающего направлено вне себя на какой-либо внешний объект или явление. Например, концентрация внимания на пламени свечи, черной точке на белом фоне, религиозном изображении, иконе, мандале или янтре, а также любом внешнем предмете. Внутренний транс – когда внимание направлено на любой внутренний объект, мысль, эмоцию или ощущение внутри тела. Например, созерцание внутренних чакр, центров тела, мысленное произнесение магических формул и мантр, визуализация любого объекта с закрытыми глазами. О возможностях, открываемых в состоянии транса. В обычном состоянии сознания мы имеем только известные нам способности. Ими обладает практически каждый нормальный цивилизованный человек. В состоянии транса открываются резервные возможности нашего подсознания. Как известно из многих современных исследований, возможности подсознания ничем не ограничены. Вопрос лишь в том, как научиться взаимодействовать со своим подсознанием. Состояние транса помогает нам осуществить эту непростую задачу. С помощью трансовых состояний вы сможете устранить барьер между сознанием и подсознанием и установить между ними тесную связь. В результате взаимодействия с подсознанием можно добиться проявления любых сверхспособностей. В качестве наглядного примера. Находясь в состоянии глубокого транса, практикующий может внушить себе, что его тело сделано из стали. На него кладут цементную плиту и разбивают ее молотом. При этом он ничего не чувствует и не получает ранений. В трансовых состояниях становится возможным ходить по стеклам и раскаленным углям, совершать невероятные подвиги, делать пророческие предсказания, левитировать и телепортироваться. Данным возможностям нет предела, и мы не будем перечислять их все. Механизм действия трансовых состояний. Постарайтесь понять нижеописанную информацию.
для получения мистических видений и необходимой информации из прошлого или будущего, а также перепрограммирования собственного подсознания, древние мистики использовали измененное состояние сознания – транс. В каком состоянии возможна реализация сверхспособностей? Реализация любых сверхспособностей человека невозможна в обычном состоянии сознания. Оперативная память вашего мозга. Предположим, что вы пожелали смотреть видеофильм через интернет на скорости 16 мегабит/секунд. Если вы разбираетесь в компьютерах, вы поймете, что на такой низкой скорости подключение окажется практически нереализуемым. Для просмотра видеоролика в прямом режиме вам потребуется скорость соединения, во много раз превышающая эту. В данном случае у вас останется только одна возможность – пойти к провайдеру и перейти на более скоростной тариф. Принцип работы головного мозга похож на принцип работы современного компьютера. Однако мозг человека намного сложнее, и его возможности несравненно шире, чем у самого мощного компьютера. Для получения доступа к резервным возможностям подсознания и космической информации необходимо перейти на другой тарифный план. То есть значительно увеличить оперативную память мозга и скорость соединения с космическим энергоинформационным полем. Что показали научные исследования? В обычном состоянии наш мозг воспринимает всего 16 бит информации в секунду. Это ничтожно мало для получения любого паранормального опыта. Ежесекундно наше подсознание принимает 16 миллиардов бит информации, но она не осознается нами и откладывается в подсознательные архивы памяти. Эта информация поступает в мозг из космоса, от других людей, из прошлого или будущего. Фильтры сознания пропускают только нужную и жизненно важную информацию в каждый определенный момент времени. Для того, чтобы увеличить объем подсознательной информации и получить доступ к архивам скрытой памяти бессознательного, необходимо расширить свое сознание. Чтобы расширить сознание, используется переход в пограничные и трансовые состояния сознания. Для этого у нас есть только один путь – вначале сузить сознание до восприятия 1-2 бит в секунду. В этом случае для нашего паранормального восприятия остается 14-15 бит в секунду. Сужение сознания возможно только в одном случае. Если ваше сознание сконцентрировано на одном объекте, это может быть как внутренний объект, так и внешний. Поэтому наука трансовых состояний подразделяет состояние транса на два основных вида – внутренний транс и внешний. Мы начинаем практические занятия и будем обучаться вхождению в измененные трансовые состояния сознания. Ниже вы узнаете способы вхождения во внутренний транс и во внешний. Сегодня вы получите техники для самостоятельной ежедневной трансовой практики. Электроволновая активность мозга. Медицинские исследования, проведенные с помощью электроэнцефалограммы, доказали, что в различных состояниях наш мозг работает в разных режимах электроволновой активности. Ученые выделяют 4 основных режима волновой активности мозга, соответствующих различным состояниям. Альфа, дельта, гамма, бета. В каждом конкретном случае человек находится в определенном состоянии, от обычного бодрствования и сна до транса и бессознательного состояния. Фильтры восприятия. Наше сознание является фильтром, пропускающим только жизненно необходимую информацию и отсекающим все ненужное. Вся остальная информация поступает непосредственно в архивы памяти подсознания и нами не осознается. Осознать ее можно только находясь в трансовых состояниях. Поэтому верно высказывание «каждый видит только то, что хочет видеть». Эта система создана с целью защиты нас от разрушения стереотипов нашего эго. Настройка фильтров восприятия – интересный опыт. Работу фильтров восприятия может проверить каждый на собственной практике. Для этого попробуйте осуществить один опыт. Когда вы идете по улице или где-нибудь еще, попробуйте везде отыскивать красный цвет, настройте сознание, как радиоприемник, только на красную волну восприятия. Ищите сознательно объекты красного цвета или красноватого оттенка. Постепенно вы станете замечать, что чуть ли не весь мир становится красным. Затем проделайте данное упражнение с другим цветом, потом
с какой-либо формой, например, с круглой. Ищите везде округлые формы, и вы будете замечать их все больше и больше. После этого потренируйтесь с разными цифрами, звуками, потом с позитивными и негативными явлениями жизни и т.д. Применение данной техники поможет вам овладеть настройкой своего сознания на разные волны восприятия реальности и научиться блокировать нежелательную информацию. Со временем вы сможете сами моделировать восприятие собственной Вселенной. Упражнение первое. Внутренний транс. 4 ступени. Данное упражнение позволяет входить в глубочайшие состояния внутреннего транса. На каждой ступени могут проявляться различные сверхфеномены в виде ясновидческих видений, откровений или слуховых эффектов. Данное состояние необходимо освоить, так как на его основе будет построено множество последующих упражнений для реализации сверхспособностей. Ступень первая. Работа осуществляется в проветренном помещении в полумраке. Можно зажечь свечу и благовоние из сандала. Устраните все отвлекающие факторы, выключите сотовый телефон и попросите членов семьи не беспокоить вас. Если в доме шумно, приобретите в аптеке беруши и затыкайте ими уши. Лягте на ровную жесткую поверхность, на одеяло или коврик. Холодно быть не должно. Если необходимо, укройтесь одеялом или пледом. Примите положение позы трупа. Глаза открыты и смотрят прямо перед собой неподвижным и безразличным взглядом. 5 секунд. Закройте глаза, сделайте 3 глубоких вдоха-выдоха, ненадолго задержите дыхание. Дайте себе мысленную установку. Когда вся работа будет завершена, я выйду из этого состояния и буду чувствовать себя полностью отдохнувшим, радостным и энергичным. Расслабьте все мышцы тела, поочередно пройдя сознанием от головы до стоп. Мысленно приказывайте каждой части тела расслабиться. Пройдите тело трижды. Мое лицо расслабляется, мышцы губ расслабляются, мой язык расслабляется, мои брови расслабляются. После того, как все тело будет расслаблено, придет неощущение тела. Тогда можно переходить на следующую ступень внутреннего транса. Ступень вторая. Начинайте дышать медленно и осознанно. Следите за тем, чтобы не было никаких промежутков между вдохом и выдохом. Это самое важное условие. Вдох плавно переходит в выдох, а выдох – во вдох, без пауз. На вдохе мысленно произносите «вдох», на выдохе «выдох». Продолжайте дышать 10-15 минут, пока не почувствуете онемение конечностей тела и состояние легкости. Когда придет ощущение полной неподвижности, покоя и онемения, можете переходить на следующую ступень упражнения. Ступень третья. Представьте, что вы спускаетесь по ступенькам бесконечной лестницы, ведущей вниз во тьму, окруженную густым туманом. Ступая на каждую ступень, мысленно ведите счет: первая ступень, вторая ступень, третья. Спускаясь по ступенькам воображаемой лестницы, представляйте, что вы погружаетесь глубже и глубже внутрь себя, и никакие внешние факторы уже на вас не влияют. Так вы войдете в достаточно глубокий транс и почувствуете себя в промежуточном состоянии сознания, как бы зависшим между мирами или состояниями. Как только появится данное ощущение, переходите к следующей ступени упражнения. Ступень четвертая. Сосредоточьте все свое внимание на мистической формуле «Ом». Мысленно произносите эту формулу, напевайте ее на разный мотив, произносите то медленнее, то быстрее, то тише, то громче, все мысленно, про себя. Когда будет достигнуто состояние полной сосредоточенности на формуле «Ом», и в голове не останется ни одной мысли, кроме мысли «Ом», можно переходить ко второму упражнению по трансовой визуализации. Упражнение второе – трансовая визуализация. Не выходя из внутреннего транса, представьте сияющий золотой шар в районе межбровья или третьего глаза. Старайтесь удерживать мысленный образ золотого шара на протяжении 3-5 минут, продолжая повторять «Ом». Если образ шара ускользает от вашего внимания или исчезает из поля зрения, усилием воли верните его в поле вашего осознавания и концентрации.
Думайте только о шаре, сосредотачивая свое сознание и мысли исключительно на нем. В своем воображении попытайтесь увеличить шар, раздуть его, затем уменьшить в размере, растягивать, видоизменять и крутить. Вначале данная практика визуализации может показаться сложной, но с практикой навык придет, а способность закрепится. Упражнение 3. Развитие повышенного внимания. Сядьте в удобное положение, расслабьтесь, закройте глаза. Сосредоточьтесь на локтевом суставе правой руки. Начните очень медленно сгибать руку в локте, двигаясь как можно медленнее. Сгибайте, пока не согнете руку полностью, затем разгибайте ее также медленно. Весь процесс может занять около 5-10 минут, не меньше. Внутренне наблюдайте все ощущения в руке, сознательно блокируя все посторонние мысли. Поставьте на стол благовоние в подставку. Сядьте напротив, на расстоянии вытянутой руки с прямым позвоночником. Зажгите благовоние. Расслабьтесь. Пристальным взглядом очень внимательно наблюдайте тлеющий кончик благовония. Погасите благовоние, когда оно догорит до середины. На следующем занятии наблюдайте тление остатка. Сядьте напротив часов с секундной стрелкой. Созерцайте движение секундной стрелки по циферблату, мысленно ведя счет до 60. Продолжайте созерцание 5-10 минут. Закройте глаза и посидите несколько минут расслабленно. Упражнение 4. Освоение пограничных состояний. В момент засыпания пытайтесь отследить процесс изменения сознания при переходе в сон. Если удается поймать это состояние, постарайтесь удерживать его некоторое время. Пробуйте отследить момент пробуждения, хотя это сложнее. Необходимо настраивать свое подсознание перед сном формулой. Мое подсознание отследит процесс моего пробуждения так, что я буду это отчетливо помнить. Практикам абсолютного замирания были посвящены годы обучения в буддийских монастырях Тибета. Данные практики, являясь наивысшими в процессе познания, универсальны. Практикуя их по несколько лет, древние монахи достигали просветления и развивали все скрытые возможности. Перед тем, как закрыться в пещере на несколько лет и приступить к данной практике, учителя предлагали оставить все, что ученик знал ранее, за пределами этой пещеры. Поэтому мы также оставим все те практики, которые знали и практиковали ранее, и приступим к абсолютной практике с новым подходом. Тайна тайн. Для осуществления перехода точки осознания на новый эволюционный этап развития необходимо твердо усвоить следующие аксиомы сверхчеловека. Нет никого, помимо тебя. Ты имеешь многоуровневый спектр сознания. Ты есть бесконечность разнообразия. Ты – единая матрица сознания. Бесконечность и вечность, свет и тьма, Бог и дьявол – лишь условные категории твоего мышления и не существуют независимо от тебя. Ты одновременно ведешь бесконечное множество разнообразных существований во всех мирах. Каждое существо и есть ты. На самом глубинном уровне познания все – это ты. Нет ничего и никого, кроме тебя. На этом уровне осознания стирается любое различие. Сейчас ты считаешь, что ты – это ты, а мир и все существа – это не ты, но это неправда. Все есть ты. Все, что кажется реальным и существующим вне тебя. Проекция твоего разума – великая иллюзия. Ощути себя во всем и все в себе. Так ты сможешь понять себя. Почему ты всегда не удовлетворен? Ты хочешь иметь все и быть всем. Ты бессознательно стремишься к бесконечности. В этом мире ты сталкиваешься с конечными объектами, но они не способны удовлетворить тебя полностью. Ты также стремишься к вечности, отсюда приходит страх смерти. Страх смерти есть лишь страх перед неизвестностью. Любые ограничения и рамки приносят тебе бесчисленные страдания, поэтому тюрьма считается страшным наказанием. Самая большая тюрьма – это твой собственный ограниченный разум. Любые рамки есть искусственные границы твоего разума, построенные тобой же. Абсолютное совершенство есть свобода от рамок в сознании.
Устранение рамок осуществляется посредством их осознания. Здесь и сейчас – единственно реальный миг вечности. Миг в этот самый момент есть всегда. Он независим от пространства-времени. Где бы ты ни находился и когда бы ты ни был, ты будешь здесь и сейчас. Всегда. Миг истины. Все ограничения порождены твоим разумом. Когда разум молчит, исчезают границы. Когда стерты границы, происходит совершенство. Совершенство – источник счастья. Счастье есть высшая радость. Радость не имеет причины и цели своего бытия. Она сама есть цель, так как любое действие ты совершаешь, чтобы обрести радость. Откажись от действия и обретешь радость. Радость приходит от покоя, а не от действия. Действуй, бездействуя. Бездействуй, действуя. Бездействие есть полный покой мыслей при совершении действия. Действие есть активность сознания при соблюдении бездействия. Познай действие в бездействии и бездействие в действии. Это знание принесет тебе свободу от причин и следствий твоих действий. Ты есть то. Ты есть это. Ты не то и не это. Запомни, все зависит только от тебя и твоего сознания. Только ты сам решаешь, чему быть и чему не быть. Ты – высшая истина, и нет ничего другого. Ты был всегда и всегда будешь. Только ты был всегда. Никого больше нет. Только ты совершенен, и твои мысли формируют видимую тобой реальность. Ты имеешь мысли и подмысли, ощущения и подощущения. Мысли – это твои явные побуждения. Подмысли – это твои скрытые побуждения. То же касается ощущений и подощущений. Ты всегда знаешь только свои ощущения и ничего более. Весь видимый и невидимый мир – лишь твои мысли, подмысли, ощущения и подощущения. Стоит изменить подмысли и подощущения, и изменится мир. На этом основана твоя внутренняя магия мира. Стоит избавиться от всех ощущений. Исчезнет и растворится мир для тебя. Место, где видимого и слышимого мира не существует, есть междумир. Через это пустое пространство ты можешь войти в любой мир, созданный твоим разумом. По сути, в тебе есть все бесконечные миры и океан вариантов возможностей. Все, что видимо тобой, это проекция подмыслей на экране твоего внешнего сознания. У тебя существует внешнее и внутреннее сознание, а также два экрана восприятия, внешний и внутренний. Научись отключать оба экрана и попадать в междумир. Научись включать внутренний экран и изменять внешний. Для этого освой следующие навыки. Для отключения внутреннего и внешнего экрана войди внутрь себя и растворись внутри, не замечай ничего вокруг. Если станут видимы внутренние образы, сознательно уходи от них. Иди глубже внутрь себя. На самом глубоком уровне погружения ты не обнаружишь ни внешнего, ни внутреннего миров. Ежедневно размышляй над этими аксиомами, и твое сознание приблизится к абсолютному сознанию, трансовому сознанию. Бестелесное пребывание. Данное упражнение самое сильное, и ему необходимо уделять особое внимание. Но другие знания мы оставляем в общем багаже и не выбрасываем. Эти наработки еще пригодятся в дальнейших занятиях. Ход упражнения. Царственная йога созерцания начинается с принятия удобного положения тела и расслабления всех его мышц. Примите удобное положение. Можете сидеть в кресле, на стуле или лежать, хотя есть риск заснуть. В комнате полумрак или полная тьма, тишина, без музыки и благовоний. Заткните уши берушами, купите в аптеке или используйте специальные звукоизоляционные наушники, чтобы ничего не слышать извне. Сидите неподвижно, полностью. Ни один ваш мускул не должен дергаться. Дышите ровно и глубоко. Не спешите. Когда почувствуете расслабление, начинайте дышать. В первый день дышите в ритме. 1 секунда вдох, 1 секунда задержка, 1 секунда выдох. Каждый день прибавляйте по 1 секунде, но без задержек на выдохе.
то есть на второй день. 2 сек, 2 сек, 2 сек, на третий 3 сек, 3 сек, 3 сек и т дней. Если почувствуете дискомфорт или головокружение, прервите данный дыхательный ритм. Когда дыхание потечет автоматически, оставьте контроль над ним. Просто сидите, сдерживайте любое побуждение к движению. Куда бы ни шло ваше внимание, идите за ним, но не двигайтесь, не чешетесь, старайтесь не глотать слюну. Следуйте за вниманием, подобно животному, идущему за хозяином. Отпустите весь контроль над собой. Просто следуйте за вниманием, куда бы оно ни устремилось. Не боритесь с собой. Просто сидите с закрытыми глазами и ушами, наблюдая за перемещением и метанием вашего ума внутри вас. Выйдите из данного транса и вернитесь в естественное состояние. Практикуйте ежедневно по 1 и 2 часа, не меньше. Данное упражнение рассчитано на 2 недели регулярной практики. Эти техники выполняются 1 раз в день, утром или вечером, на протяжении 7 дней подряд. Все остальные практики в эти дни отбрасываются. Техники активизации 2 полушарий мозга. Инструмент для активации 2 полушарий мозга. Все человеческие несовершенства проистекают из-за того, что в каждый определенный момент у нас активно либо правое, либо левое полушарие мозга, и никогда оба не работают одновременно. Такова привычка нашего мышления, выработанная тысячелетиями. Это и есть причина ограниченности мышления и борьбы двойственности противоположностей. Наше сознание воспринимает только 2 противоположные величины. Например, хорошо с плохо, боль с удовольствие, черное с белое, зеленое с красное, сладкое с соленое, горячо-холодно, мужчина с женщина, бытие-небытие, жизнь-смерть, вкусно-невкусно. Таким образом, наш мозг воспринимает мир именно через понятие двойственности. Двойственность лежит в основе всего мирского понимания и мышления. Мужчина притягивается к женщине, а женщина к мужчине. Мы стремимся к получению наслаждения и пытаемся избежать страданий и боли. Вдумайтесь, именно это является основным стимулом и мотивом жизни человека. Не верьте, других стимулов у человека нет, так устроен его мозг. Страх перед болью и попытка избежать ее, стремление к удовольствию и желание заполучить его любыми путями – таковы реальные мотивы. Каждый находит свои. Чтобы избежать боли, человек придумывает множество разных вещей и приемов. Медицина, бизнес, военная индустрия, техники самообороны, оружие и многое другое – все создано лишь для этого. Все остальное служит для получения разнообразных удовольствий. В противоположность этому все древние мистические учения призывали человека выйти за пределы двойственного восприятия жизни и осознать мировое единство. В состоянии транса или медитации практикующий человек озаряется единством себя со всей Вселенной. Современные исследования показали, что за это состояние отвечает специальный отдел мозга – височные доли. На данном занятии мы займемся активацией височных долей головного мозга, чтобы осознать мировое единство и преодолеть сознание двойственности. Включение 2 полушарий мозга. Инструментом для данной медитации выступает визуальная иллюзия гипнообраз. Для практики необходимо распечатать изображение на качественном принтере. Все инструменты для работы находятся у вас в прикрепленных файлах. Напечатайте изображение в цветном варианте. Можете поместить его в рамку, оно пригодится в дальнейшей работе. Повесьте или поставьте инструмент на расстоянии вытянутой руки. Сядьте напротив изображения. Расслабьтесь, спина прямая, руки на коленях, пальцы в жесте знания. Расслабленно смотрите в центральную часть инструмента, в область между 2 концентрическими кругами. Старайтесь не переводить взгляда. Смотрите внимательно и пристально 5-10 минут. Закройте глаза и расслабьтесь на 5-10 минут. Откройте глаза и переходите к следующему дыхательному упражнению. Предупреждение. Не ленитесь распечатать данный инструмент, так как просмотр подобных изображений через монитор компьютера может нанести сильный вред вашему зрению.
Включение двух полушарий мозга 2. Две руки человека, как и обе стороны тела, контролируются правым и левым полушарием головного мозга. У нас есть два глаза, две руки, две ноги, два уха, две ноздри и тедней. Можно добиться включения обоих полушарий через одновременное, разное действие двумя руками сразу. Сначала это может показаться довольно сложным, но в процессе практики все становится возможным. Сядьте удобно, настройтесь. Положите перед собой два листа чистой бумаги. Возьмите в обе руки по шариковой ручке. Одновременно левой рукой пишите цифры, а правой – буквы. Цифры пишите по порядку, буквы – по алфавиту. Старайтесь не сбиваться и думать одновременно в двух направлениях. Это сильно разовьет ваши способности к латеральному мышлению двумя полушариями мозга сразу. Продолжайте писать, пока не закончите русский или иной алфавит. Затем попробуйте писать правой рукой цифры, а левой – буквы. Делайте это в обратном порядке, например, 33, 32, 31, 30, 29 и буквы Я, Ю, и так далее. Сначала это может быть сложно, однако пробуйте, и у вас обязательно получится. Когда упражнение будет освоено, вы сможете одновременно решать две логические задачи, что значительно повысит уровень вашего IQ. Трансгипнотическое дыхание. Данный вид дыхания дает возможность войти в более углубленное состояние транса и познать высшие слои вашей психики. Функция дыхания лежит очень глубоко в вашем подсознании и является одним из важнейших процессов организма. Дыхание – это буквально ритм вашей жизни и вашего сознания. Без дыхания вы немедленно умрете. Изменив ритм дыхания, вы можете изменить свою личность, мировоззрение, а также открыть новые возможности. Обратите внимание, что при совершении разных видов деятельности у человека меняется состояние и ритм дыхания. Когда человек в гневе, в спешке или во время занятий сексом, его дыхание становится более частым и глубоким. Во время творческой деятельности, размышления, молитвы или медитации человек дышит очень медленно. Осознанно изменив ритм своего дыхания, вы можете изменить состояние сознания. Если хотите узнать внутренний мир и мысли другого человека, начните просто дышать в его ритме, копировать его дыхание. Древние йоги установили, чем медленнее дышит человек, тем большие способности он обретает. На одних ритмах дыхания наблюдается красноречие, на других открывается способность к телепатии, чтению чужих мыслей, на третьих – к левитации. Этот предмет мы подробно рассмотрим на следующей ступени наших занятий. А сейчас начнем активную подготовку. На данном этапе вам следует просто понять, что от ритмов дыхания зависит практически все, и сверхспособности не исключение. Сядьте удобно с прямым позвоночником. Расслабьтесь. Закройте глаза. Руки положите на колени в жесте знания для замыкания циркуляции энергии. Язык подверните к верхнему небу для той же цели. Сделайте вдох, считая в уме Ом-1, Ом-2, Ом-3. Задержите дыхание, считая Ом-1, Ом-2, Ом-3. Выдохните, считая Ом-1, Ом-2, Ом-3. Повторите процесс 3 раза. Затем дышите точно так же, но увеличьте счет до 4 и так 4 раза подряд. Затем продолжайте дышать, увеличивая счет до 5 и так 5 раз подряд. Остановитесь и примите позу трупа на 5-10 минут, полностью расслабьтесь. На следующий день или вечером можете начинать дыхание со счета 4 и увеличивать до 6. На следующий раз начинайте со счета 5 и доводите до 7. Подведем итоги всей нашей трансовой работы, так как следующее занятие станет новой ступенью к осознанию. Приступим к освоению самых важных трансовых техник, без которых дальнейшее развитие невозможно. Транс – это состояние измененного сознания, в котором режим работы мозга меняется. В этом трансовом режиме мозг способен воспринимать явления более тонкого порядка,
невоспринимаемые в обычном состоянии, астральные видения, мысли людей и т.д. На данном этапе обучения нам необходимо научиться соскальзывать в транс в любой миг, когда это потребуется. Более того, нужно научиться жить и работать в трансе, так как производительность труда в этом состоянии возрастает в несколько раз благодаря высвобождению подсознательных ресурсов. Живя и действуя в трансе, вы становитесь сверхчеловеком. В действительности научиться жить в трансе очень просто. Для этого необходимо научиться смотреть на мир рассеянным взглядом. Трансовый взгляд. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, старайтесь всегда быть в трансе, и тогда успех начнет сопровождать вас везде. Чтобы научиться входить в транс за 1 секунду, необходимо определенным образом тренировать свой взгляд. Можно тренировать его в повседневной жизни, а можно перед инструментом янтрой, высланным на прошлом занятии. Существует 5 видов взгляда, каждый соответствует определенному состоянию сознания. Обычный взгляд бегает с объекта на объект. Концентрированный взгляд, устремленный на пристальное созерцание одной точки или объекта, первая ступень внешнего транса. Этот вид взгляда мы отрабатывали на предыдущих занятиях. Рассеянный мы обозреваем все поле зрения, смотрим не в одну точку, а везде сразу, включая боковое зрение, вторая ступень внешнего транса. Сквозной взгляд, когда мы смотрим концентрированно, но как бы сквозь предметы, третья ступень внешнего транса. Сквозной рассеянный взгляд – способ смотрения, при котором мы смотрим сквозь предметы, но не в одну точку, а как бы во всю космическую пустоту, четвертая ступень внешнего транса. Освоив все 4 вида трансовых взглядов, мы сможем научиться пребывать в этом состоянии постоянно. Это даст ощущение новой реальности и устранит многие беспокойства и переживания. Ваш ум станет спокойнее, а разум – чище. Теперь попробуем на практике отработать все 4 вида взгляда. Техника вхождения в трансовый взгляд. Содействует развитию внимания и скрытых возможностей мозга. Увеличивает связь с подсознанием. Активизирует шишковидную железу и гипофиз. Развитию интуиции, ясновидения и яснослышания. Развитию телепатических способностей. Исцелению различных нервных и психических заболеваний. Повышает общую работоспособность и энергетику. Подготовка. Возьмите инструмент янтру. Распечатайте ее на обычном принтере формата А4. Закрепите янтру на стене так, чтобы ее центральная точка приходилась чуть выше уровня глаз, примерно на уровне межбровья. Учитывайте, что вы будете сидеть с прямой спиной, на стуле или в позе лотоса. Внимание! Практика наведения внешнего транса совершается 1 раз в день, утром или вечером, до еды и после принятия душу или ванны. Перед практикой можно выпить воды, сока, чая или кофе по вашему усмотрению. Время практики – 15 минут в день, заведите будильник. Никто не должен вас отвлекать. Можно включить приятную музыку или остаться в тишине. Можно зажечь благовоние. Ступень 1 – концентрированный взгляд. Сядьте ровно с прямой спиной напротив янтры на расстоянии вытянутой руки. Смотрите прямо на точку в центре янтры. Пусть все ваше внимание полностью поглотится точкой. Думайте только о ней. Смотрите пристально, не переводите взгляд, старайтесь не моргать. При желании моргнуть слегка прищурьте глаза, а потом снова их откройте, чтобы смазать зрачок жидкостью. Если глаза устали или потекли слезы, не волнуйтесь, так глаза очищаются. Это хорошо для зрения. Закройте их и посидите расслабленно. Когда напряжение исчезнет, откройте глаза и снова смотрите на точку. Ступень 2 – рассеянный взгляд. Смотрите на точку, как в первой ступени. Теперь расфокусируйте взгляд, как бы используя боковое зрение, обозревая всю картину реальности перед вашими глазами. Пусть глаза охватывают всю янтру целиком, не выделяя конкретного участка. Постарайтесь расфокусироваться еще больше,
созерцая всю янтру и часть стены или помещения, что перед вами. Во время расфокусированного взгляда отслеживайте внутренние изменения. Это и есть первая ступень внешнего транса. Мысли затихают, внутри воцаряется покой. Если это произошло, упражнение выполнено верно. Ступень 3. Сквозной взгляд, когда вы прошли 2 предыдущие ступени. Приступайте к сквозному взгляду. Сквозной взгляд – это когда мы смотрим как бы сквозь все предметы этого мира. В данном случае сквозь янтру и стену. Чтобы выработать такой взгляд, нужно представить, что далеко за янтрой, где-то на уровне горизонта, есть воображаемое красное. Удерживайте взгляд в этой области так долго, насколько сможете. Как бы ни было тяжело, старайтесь ежедневно практиковать сквозной взгляд. Это одна из самых эффективных методик системы. С его помощью вы сможете оказывать незримое воздействие на представителей противоположного пола, а также на остальных. Этот способ взгляда даст вам силу для телепатической передачи мыслей и чувств другим людям. Ступень 4. Сквозной рассеянный взгляд. Не прерывая сквозного взгляда, плавно переходите от сквозного концентрированного к сквозному рассеянному. Смотрите непосредственно в космическую пустоту, ощутите ее вокруг себя. Старайтесь раствориться сознанием в этой пустоте. Смотрите в никуда. Это самый глубокий уровень внешнего транса. Необходимо освоить все 4 ступени, но при совершении действий в быту можно пребывать на 2-й ступени рассеянного взгляда. Глубже стоит входить только при необходимости. Отработка трансового взгляда в действии. Техника подключения к подсознанию. Изучив и освоив данную методику, вы сможете беспрепятственно подключаться к подсознанию окружающих, считывать информацию из их памяти, оказывать телепатическое воздействие на расстоянии и отдавать безмолвные приказы. Чтобы освоить искусство проникновения в подсознание других людей, необходимо изучить метод подстройки и развить способность к повышенной концентрации внимания. Внимательно, сконцентрированно смотрите на изображение точки посередине чистого белого листа бумаги. Лист необходимо разместить на расстоянии вытянутой руки, можно прикрепить к стене. Точка должна быть размером со зрачок и находиться чуть выше уровня глаз. Сядьте напротив объекта концентрации и зафиксируйте взгляд на точке. С помощью этого упражнения вы обретете высокий уровень концентрации и силу взгляда, перед которым не сможет устоять никто. Практикуйтесь ежедневно, начиная с 1 минуты, ежедневно увеличивая время созерцания на 1 минуту. Когда взгляд станет устойчив, переходите ко 2-й части. Войдите в состояние пристального созерцания точки, затем перенесите внимание и взгляд за нее, вообразив там другую, красную, точку, как бы за листом бумаги на воображаемом горизонте. Когда сможете 10 минут удерживать внимание на воображаемой точке, переходите к методике подстройки к человеку. Подстройка к индивидууму осуществляется путем копирования позы, взгляда, дыхания и темпа речи человека в процессе общения. Таким образом, вы настраиваетесь на вибрации данного человека и входите в более тесный контакт с его подсознанием и биополем. Общение становится более доверительным и продуктивным. Получив навыки подстройки, приступайте к освоению техники подключения к подсознанию. Для этого нужно сначала подстроиться к манере поведения и ритму вибраций, а затем полностью сосредоточить внимание на личности человека, не отвлекаясь на постороннее. Постепенно вы начнете глубже проникать в недры его подсознания. При общении или наблюдении смотрите на него так же, как смотрели бы на точку, а затем переходите к созерцанию воображаемой красной точки внутри его головы. Смотрите сквозь собеседника, и ваш взгляд окажется внутри него. Так вы получите доступ к его внутреннему информационному полю и сможете считывать тонкую информацию из памяти. Находясь в глубоком внутреннем контакте, вы можете внушить человеку любую мысль или желание. Но помните, что все, что вы делаете, должно быть направлено на благие цели, иначе любое негативное воздействие вернется к вам в 5-кратном размере через некоторый промежуток времени.
Вы получите умноженный вариант того, что пожелали или сделали другому. Смотрите на человека пристальным взглядом, имитируя его поведение и ритм, но делайте это тонко и незаметно, иначе вы можете вызвать раздражение и получить врага. Люди не любят, когда на них так смотрят, поэтому лучше всего устремляйте взгляд в район межбровья или на кончик носа собеседника, чтобы у него возникало ощущение, что вы смотрите ему в оба глаза. Имитируя ритм и движение, не обезьянничайте, иначе человек может решить, что вы его дразните и перестанет доверять. Поэтому старайтесь повторять общую позу, микродвижения глаз и мимики. Так это не будет слишком заметно и не вызовет подозрений. Техника телегипнотического внушения на расстоянии. Для отработки данной техники необходимо выйти на улицу, в место большого скопления людей. Магазин, автобус, остановка, кафе. Займите удобное, но неприметное положение, сидя или стоя. Полностью расслабьте сознание и мышцы лица. Выберите объект внушения, мужчину или женщину, неважно. Хорошо, если человек стоит к вам спиной и виден его затылок. Начните смотреть на него рассеянным взглядом, стараясь действовать незаметно, не привлекая внимания. Подстройтесь к его биополю, настройте свое сознание на его волну. Почувствуйте его энергетически. Теперь смотрите сквозным взглядом внутрь его черепа, в самый центр мозга. Затем переходите к сквозному рассеянному взгляду, занимая собой весь его череп. Начинайте внушать любую мысль, представляя, что она через ваш третий глаз покидает вас и устремляется прямо в голову объекту. Внушаемая мысль должна быть плотной и сконцентрированной. Повторяйтесь неустанно, не позволяя другим мыслям вмешиваться. Например, поверни голову налево и так далее до результата. Не сдавайтесь. При должном усердии внушение сработает. Тренируйтесь каждый день, где бы вы ни находились, и успех не заставит себя ждать. Со временем способность разовьется настолько, что вы сможете мгновенно внушать мысли кому угодно. Люди будут выполнять ваши безмолвные приказы. Способы развития трансовой интуиции. Как выиграть в лотерею. Ниже описанные методики помогут вам использовать состояние транса в реальной практике. С их помощью можно выигрывать в лотерею, где нужно угадать символы или числа, например, 6 из 45. Эти приемы опробованы многими людьми, практикующими целенаправленный выигрыш. По тому же принципу можно вести успешные торги на фондовых биржах. Способ первый. Войдите в состояние глубокого внешнего или внутреннего транса, глаза закрыты. Представьте перед собой большое табло с разными числами или символами, из которых нужно угадать. Дайте приказ своему подсознанию. Отметь все выигрышные числа, символы красным цветом. Хорошо запомните эту комбинацию. По выходе из транса запишите информацию на бумагу. Способ второй. Войдите в состояние глубокого внешнего или внутреннего транса, глаза закрыты. Представьте, что спускаетесь по длинной лестнице, количество ступенек которой равно количеству розыгрышных символов. Спускаясь по лестнице, визуализируйте, что на каждой ступеньке есть цифра или символ лотереи. Поднимитесь по лестнице вновь, внимательно просматривая символы на каждой ступени. Проделайте это путешествие 3 раза. Затем дайте приказ подсознанию. Отметь все выигрышные числа, символы. Пусть выигрышные ступеньки загорятся светом. Запомните комбинацию, по выходе из транса запишите. Способ третий. Войдите в состояние глубокого внешнего или внутреннего транса, глаза полуприкрыты. Возьмите лист бумаги и ручку. Дайте приказ подсознанию. Напиши без моего ведома все выигрышные числа или символы. Теперь расслабленно пишите все, что рука сама напишет. Не сопротивляйтесь, пишите неосознанно. Пусть рукой управляет сила вашего подсознания, которому известен ответ. Отключите рассудок, просто пишите выигрышные числа. Способ четвертый. Войдите в состояние глубокого внешнего или внутреннего транса,
Глаза открыты. Возьмите в руки лотерейный билет с числовыми комбинациями. Дайте приказ подсознанию. Когда я буду указывать пальцем, без моего ведома мой палец пусть попадает на выигрышные комбинации. Теперь, не раздумывая, ткните пальцем в любое число или символ и отметьте его. Проделайте это столько раз, сколько того требует лотерея. Запомните комбинацию, по выходе из транса запишите. Способ 5. Войдите в состояние глубокого внешнего или внутреннего транса, глаза полуприкрыты. Возьмите лотерейный билет с числами или символами. Дайте приказ подсознанию. Когда я буду созерцать эти символы, пусть без моего ведома моргнет мой левый глаз, когда мое зрение попадет на выигрышный вариант. Медленно пройдите весь числовой ряд билета. Задерживайтесь на каждой цифре на минуту. Регистрируйте только те числа или символы, при которых моргнул именно левый глаз. Когда нужное количество цифр набрано, остановитесь. Если не получилось с первого раза, пройдите ряд повторно и запишите. Все описанные выше способы требуют длительной практики. В этих упражнениях необходимо действительно глубокое трансовое погружение. Предупреждение: данные методы не дают вам 100% гарантии выигрыша. Эти практики необходимо опробовать на непосредственной лотерее. Необходимо также вести дневник и наблюдаться результатами от недели к неделе. Самые благоприятные дни для выигрыша – среда и воскресенье в 12 часов дня. Лучше работать на растущей луне. Естественно, необходимо настраиваться на выигрыш и подкреплять упражнения визуализации денег. Многие лотереи являются мошенническим собиранием денег доверчивых граждан. Вышеописанные методики работают лишь в честных розыгрышах. Внимание! Все практики выполняются с постепенным наращиванием темпа. Будьте внимательны и осторожны. Начинайте с 1 минуты и постепенно увеличивайте время каждой из практик во избежание перегрузок. Рекомендуется прочитать весь текст внимательно несколько раз до полного понимания. Неправильное выполнение данных техник может привести к неблагоприятным последствиям. Удачных занятий! Благодарю вас за внимание. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк и делитесь им с близкими. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые практики и знания, которые помогут вам выйти за пределы обыденного восприятия. Впереди еще глубже. Осознанные сны, ясновидение, работа с подсознанием, энергетические практики и древние методы трансформации. Пишите в комментариях, какие техники вы уже используете и что бы хотели освоить в следующих выпусках. А сейчас побудьте немного в тишине, дайте себе время все прочувствовать и помните, все уже внутри вас.